Ягуар, свирепый обитатель южноамериканских джунглей, всегда вызывал у людей глубокое восхищение. Несмотря на свои размеры, он славится своей жестокостью и внушает ужас всем, кто осмеливается ему противостоять. Любой, кто окажется на его территории, рискует стать жертвой этого хищника. Известны случаи, когда ягуар вступал в схватку даже с крокодилами, посягающими на его владение у водопоя. Но эта история показывает, что наше восприятие мира во многом зависит от наших убеждений. Даже самый грозный хищник, в сущности, не так уж сильно отличается от нас. Отряд бразильских солдат находился на катере, двигаясь вниз по течению Амазонки, чтобы проверить, не происходит ли там незаконная деятельность лесорубов и браконьеров, разрушающих экосистему в желании получить быструю прибыль. Регулярные рейды проводились в диких и непредсказуемых водах реки, где для безопасного плавания, особенно вблизи подводных камней, требовалось мастерство опытного капитана. Мэтью, который уже не раз управлял катером по дикой реке, не испытывал особого беспокойства. Однако на этот раз ситуация сложилась иначе. Предыдущей ночью джунгли пережили мощный ураган, и теперь река была завалена обломками деревьев и кустарником, что сильно осложняло ход катера. Командир отряда, Адриано, опасался повредить судно, наткнувшись на подводные камни. Он напряженно всматривался в водную гладь, пытаясь разглядеть, что скрывается впереди. Увиденное поразило его до глубины души. Но вскоре он пришел в себя и дал сигнал заглушить двигатель. Приказ командира застал Хавьера врасплох. Он не мог понять, что послужило причиной такого решения, ведь никаких подозрительных признаков он не обнаружил. Тем не менее, он был готов исполнить его. Катер бесшумно рассекал водную гладь, плавно замедляя ход. «В чем причина, командир?» Обратился Мэтью к Адриано, который в этот момент покуривал сигару. «Просто посмотри туда, и все станет понятно». Адриано направил руку в указанную сторону. Капитан был склонен к скупости слов и предпочитал не объяснять, если можно показать. Мэтью посмотрел в указанном направлении, и неудержимая дрожь пробежала по его спине. Он увидел, как молодой ягуар зацепился за острый валун, спасающий его от гибели. Ягуары отлично плавают, но, видимо, этому зверю не повезло. Возможно, он оказался в реке, унесенный вместе с упавшим деревом. Течение в этой части реки было настолько стремительным, что даже могучий ягуар не мог ему сопротивляться. Хищник чувствовал, что если он хоть на миг ослабит свои силы, его разобьет о подводные камни или он просто утонет, проиграв битву с неукротимой стихией. Люди на патрульном катере тоже понимали всю серьезность ситуации. Они не могли оставить животное в беде. Их задача состояла в охране и патрулировании береговой зоны реки, но когда им попался случай со спасением животного от несправедливой смерти, как можно было просто пройти мимо? Мэтью, который вырос в этих краях, не разделял гуманистические убеждения своего командира. Он попытался объяснить Адриано, что природа часто бывает жестокой, но всегда справедливой. Привел пример крокодила, который питается антилопой, подчеркивая, что это естественный процесс, а не повод для жалости. Мэтью ожидал, что его слова вызовут смех и одобрение капитана. Но команда молчала с смущенными выражениями на лицах. Мужчина понял, что его шутка оказалась совершенно неуместной. Он опустил глаза, убрав улыбку, и замолчал, чувствуя сильный стыд за свою неосторожную болтовню. Щеки его залились краской, словно он совершил нечто неловкое. Катер двигался по течению прямо к месту, где ягуар отчаянно цеплялся за жизнь. Суровый капитан начал испытывать сомнения в правильности своих действий. А если ягуар испугается и начнет атаковать команду? Несмотря на то, что у всех было оружие, их целью не было нанести вред животному. Перед командой встал непростой выбор, что предпринять, если кто-то из них получит ранение.
Убийство животного, хоть и быстрое, было бы морально неприемлемым, а бросить его на произвол судьбы означало бы обречь на медленную и мучительную гибель. Тогда Адриано сел на нос катера и протянулся к ягуару, который висел на камне. Большой риск был повредить катер о приближающиеся камни. Остальные члены команды вооружились баграми и отталкивались ими от преград, чтобы помочь Адриано. Такие маневры затрудняли работу капитана, который хотел точно прицелиться, чтобы схватить ягуара. Но, наконец, Адриано решился и взял дикую кошку за шиворот. Он почувствовал, что это не маленький котенок, а солидный хищник, но кошка оказалась не такой агрессивной, как их первоначально пугало. Вместо этого животное, словно осознав намерение человека, активно помогало, цепляясь когтями за любые доступные опоры. Сердца членов команды бились в унисон от пережитого напряжения, но вскоре страх уступил место осознанию, и ягуар не представлял для них угрозы. Были заметны признаки облегчения и радости у команды. Один из них даже попробовал изобразить, как отряхивается мокрый хищник, чтобы поднять всем настроение. Но кошка была сильно повреждена и ослабла от схватки с водой. Адриано, проявив сострадание, решил взять его под свою опеку, переведя в расположение команды, чтобы спасти от неминуемой гибели. Так ягуар стал жить в воинской части, получил имя Дакота и стал символом этого отряда. Командир и его солдаты стали называть себя ягуарами, и это название стало их официальным статусом. Годы спустя Дакота превратился в величественного и сильного ягуара. Он мог запросто уйти в джунгли, когда ему хотелось, но всегда возвращался обратно в часть. И вот, кажется, в водах бурной Амазонки этот ягуар как будто навсегда стал своим для людей, принял их за братьев. Вот уж действительно, добрые дела порой творят настоящие чудеса. Даже сердце такого сурового хищника оказалось подвластно добру. Так чего же нам, людям, стоит стать чуточку добрее и относиться с большим пониманием ко всему, что нас окружает. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.